Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я хочу вас познакомить с таким языком, с такими технологиями, как F#. Для начала обо мне. Я .NET-разработчик компании Smart Business. Учусь, студент Киевского политеха, студент программной инженерии. В основном имел опыт работы с веб-приложениями на ASP.NET. И для начала, что такое F#? F# — это некий эксперимент Microsoft по созданию функционально ориентированного языка для платформы .NET. Для основы был взят такой язык, как Object-Camel. Туда дописали пару байдингов, пару десяток тысяч байдингов для .NET. И все это было сделано с любовью. Можно сказать, что F# — это первый такой крупный open-source проект Microsoft. Именно с него началась эта open-source мания. По самому языку он строго типизированный, мультипарадигменный, ты можешь писать на нем в функциональном стиле, в объектном, даже в процедурном. Но все-таки это функционально ориентированный язык. И поскольку .NET у нас теперь кросс-платформенный по большей части, язык у нас тоже кросс-платформенный. Сразу демо. В общем. Я сейчас буду делать маленький проект. Допустим, у нас есть ТЗ. Сделать консольное приложение, которое на вход принимает какое-то число и считает сумму квадратов от 0 до этого числа. С чего мы можем начать? Я буду использовать .NET CLI для работы именно с .NET. .NET. Для начала нам необходимо создать файл solution. Это не обязательно, но пусть будет. Slam. Имя. Назовем Smart Talks. Окей, вот он появился. Теперь создаем два проекта. .NET. New class lib. Указываем язык F#. Так же само имя. Допустим, сделаем библиотеку. Конечно. Отлично. Вот мы видим, библиотека у нас есть. Посмотрим, что тут у нас создалось. Такой некий файлик, в котором указан namespace, пространство именно такое же, как и в C#, и модуль. Модуль по своей сути в CLR вообще видится как статический класс. И, допустим, в этом статическом классе мы определили функцию. Функция называется hello и принимает один аргумент name. Что она делает? Печатает привет с именем. Как мы видим, здесь явно не указаны, какие типы необходимы для этой функции, то есть что она принимает, тип вот этого аргумента, и что она возвращает. Но благодаря выведению типов это, в принципе, и не надо. Оно видит, что F# видит, что вот эта функция принимает некий объект, который реализует форматор, который благодаря вот этому говорит, что вот это, этот объект является строкой. Оно выводит эту строку, что тип этой переменной сюда и говорит, что это строка, то есть метод может принимать строку. А мы видим unit. Unit — это, по сути, пустой кортеж. Но в подобных языках это void, то есть функция ничего не возвращает. Сейчас все это удалим, нам не надо. Пишем прямо модуль. Можно без namespace, вроде бы. Так, модуль lib. Такое не надо нам. Как вы могли заметить, здесь нет фигурных скобок, то есть все основано на идентации, как в Python, допустим. Определим функцию. Допустим, для начала функция квадрат. Она принимает число, скорее всего, и должна возвращать квадрат этого числа.
Как видите, я int не писал, оно само вывело. Ну, это все аннотации, показанные расширением для Visual Studio Code, который называется Ionit. Также, поскольку это не чисто функциональный язык, можно использовать некоторые объектно-ориентированные фичи. Например, можем это поле просто скрыть. Ну, не скрыть, сделаем приватным. Ругаться никто не будет. Так, что тут у нас? Теперь определим функцию для подсчета суммы квадратов. Так и пишем. Опять же передаем число. Теперь разобью по частям. Для начала я создам список. Список, который содержит элементы от 0 до числа n. Для этого я использую литерал списка и в него передам range от 0 до n. Вот мы видим, что пока что оно вводится как список интов. Теперь я применю операцию map таким образом. Map — это некая операция, как бы сказать, аналогом такой операции в C# есть link метод select. То есть она применяет некий метод для каждого члена последовательности. И listmap, ну, собственно, во-первых, принимает список благодаря пайпингу, и он должен принимать саму функцию. Функция у нас какая? Квадрат. Ну и в конце мы должны, конечно же, посчитать сумму. Для этого есть тоже встроенная функция. Сам. Как вы могли заметить, такого оператора вы раньше, наверное, не видели. Это оператор конвейера, пайпа, который просто берет вот это значение, выполняет, ну и передает его на выполнение следующей функции. А результат этого также передается следующей функции и так дальше. Оно мне говорит, что можно как-то упростить. Давайте упростим. Ну, нет, вернем обратно. Да. Ну, корневая core библиотека у нас есть. Теперь время создания приложения. Возьмем вот эти наработки, назовем app и говорим, что тип проекта консоль. Отлично. Теперь нам необходимо добавить ссылку консольного приложения, ну, ссылку этой библиотечки. Это все также через .NET. Добавим ссылку и укажем сам проект. FS Prosh. Окей, все вроде работает. Теперь давайте запустим наше консольное приложение. Сначала посмотрим, что там сгенерировалось. То. Вот. Просто Hello World. Окей, запустим. Сейчас он скомпилируется. Да, работает. Добавим, так сказать, включим namespace нашей библиотечки в консольное приложение. Для этого есть такое ключевое слово, как open. Open — это, считай, using в C#. Lib. Сработает. Сработает. Так, теперь подумаем, каким нам надо сделать преобразование, чтобы из массива аргументов, параметров командной строки получить число. Для этого нам необходимо для начала взять только первый из параметров. Напишем для этого функцию.
first. Наш массив передаем на выполнение функции array try pick. И оно захочет некую еще функцию передать. Ладно, sum. Насчет sum. Вообще, как бы так сказать, sum это подтип discriminated union, который называется option. То есть option это аналог option в C-Sharp, это nullable. Только nullable может работать только со значимыми типами, а option в F-Sharp и со значимыми, и с ссылочными. Он определен, пример, даже не покажу, как определен. В общем, видим, что option. Option отвечает, он говорит, что это некий контейнер для значения, он может показывать, что значение есть, и если оно есть, то будет выполнять на нем какие-то действия, которые также передадим через функцию. Допустим, первое мы получили, но это все еще строка. Хотя, как мы видим, тип здесь backtick A. То есть, в принципе, эта функция может работать вообще с любыми значениями. Главное, чтобы на вход передали массив чего-то. И на выходе мы получим опциональное значение. Одно из массива. Так, теперь. Поскольку она все еще строка, нам было бы неплохо превратить ее в число. Так и напишем. toInt. String. Также мы познакомимся с обработкой исключений. Мы берем строку и как бы кастим ее к инту. Если у нас это не получится, у нас вообще в C-Sharp выпадет исключение типа формат exception. Так и напишем. Напишем некую закорючку, которая говорит, что если будет исключение типа формат exception, значит необходимо вернуть ничего. Так. Конечно же, не так. Вот. И также обернем это в option. Есть? Есть. На самом деле не совсем есть. Оно думает, что это integer. Ладно, пусть думает дальше. Так. Теперь покажу вам технику, которая называется не объединение функций, а композиция функций. Для этого определим новую функцию, как ни странно. Назовем ее первое значение string массива строк число. И напишем просто first, еще одну закорючку и option bind to int. Смотрите, почему я написал option bind? Потому что toInt безусловно принимает integer, а first возвращает optional. Option bind преобразует эту функцию в функцию типа option string to option int, как мы видим здесь. Давайте также красиво будем отрисовывать результат. Pretty print. Match pretty print. Не туда. Match value. With
это, ну, match with, это паттерн матчинг. Это как бы продвинутый switch кейс. Только в switch кейсе мы указываем какие-то конкретные значения, а здесь мы можем указывать условия. И первое выполнившее условие будет возвращать выражение, которое будет дальше написано после условия. Допустим, если у нас значение меньше значения, когда это значение меньше, допустим, 100, мы будем выполнять следующие. Print fn число меньше 100, так и напишем, будем честными. Так, что-то не хочет. Ладно, запасной план. Пишем function. Function тот же самый паттерн матчинг, только синтаксический сахар над функцией с одной переменной. И по этому аргументу мы будем как раз и делать наш матчинг. В. Ну и, допустим, в других случаях напишем какой-то процент больше равно 100. Ну и само значение. Окей. Также видим, что эта функция возвращает ничего. То есть она просто печатает. Теперь попробуем сделать так, чтобы все это вместе заработало. Сделаем привязку. Назовем это как бы переменная, только это постоянная переменная. Она неизменяемая. Как бы это глупо не звучало. И результат. Это будет результатом нашей комбинированной функции, которую мне придется сделать копипасту. Ну и передаем наш массив параметров командной строки. Вот. Ну, пока говорит, что не используется. Окей. Поскольку arg это option int, нам практически жизненно необходимо предусмотреть два случая. То есть, если там есть значение, и если этого значения нету. Ну, или оно невалидное. В нашем случае. Так и пишем. Match arg with. Так еще желательно. В случае, если там есть некое значение, так и пишем some value. Берем это значение, считаем сумму квадратов. И красиво печатаем. В ином же случае надо же как-то сообщить пользователю, что он в чем-то не прав. Printfn invalid value. Так. Окей. Что-то не подключилось. Есть? Подожди. Нет, он у тебя приватный, Возможно. Нет? Спасибо, Валера. На всякий случай. Ну, пожалуйста. Ладно, попробуем. Мало ли. Не сегодня. Назовем как-то по-другому. Давайте с большой буквы, может, дело в этом.
нет, нет. Щось не працює, щось пішло не так. Ладно. Надеюсь, никому это рассказывать не будете. Ну и, собственно, функцию квадрата тоже перенесем. А модуль clip где-то в SVM здесь указано, что мы на него ссылаемся? Нет, оно сразу импортит, ну, считай, глобальный namespace. То есть только open, и этого достаточно. Ну, было достаточно. Так, ну, ошибок вроде нет. О, работает. Надеюсь, мои вычисления правильные. Ну, допустим, возьмем 23. О, похоже, все верно. Теперь невалидное значение. Ну, в принципе, все работает. Так, как и задумывалось. Ну, не считая вот этого. Так. По демо все. Могу еще показать по типам. Вот, допустим, как бы вы определили тип доменной модели, неизменяемый тип, неизменяемый тип доменной модели для персона. Вы бы, безусловно, создали конструктор, который принимает все значения, которые у него должно быть, поскольку потом вы бы их не смогли изменить. Добавили бы read-only поле приватное и заэкспозили бы это, ну, выставили наружу через свойства. Как бы мы могли делать это в F-Sharp? Как-то так. Как видите, здесь всего лишь 3 строчки, но делают они то же самое, что и класс, который определен через C#. Так же самое имя, день рождения, и это геттеры. Но в F# есть не только типы, которые можно определить через класс. Есть, например, создание инстанса. Есть записи. Запись — это как бы структура, в которой уже определены методы equals, compare, comparable вряд ли, но, короче, две идентичные структуры, они будут структурно равны, и для этого ничего больше не надо указывать, то есть ничего не перегружать, просто из коробки оно есть. Инстанцировать можно таким способом. Также есть поддержка алгебрических типов данных. Звучит страшно, но по сути это кортеж. Кортеж, который не содержит именованных полей, но мы знаем, что это структура данных, которая содержит, во-первых, строку, во-вторых, допустим, date time. И только в таком порядке, не иначе. Да, я, кстати, пропустил. Смотрите, здесь, благодаря тому, что здесь есть имя, и birthday, и мы здесь при инстанцировании явно указываем, что именно такие поля нам и надо, F# сам выводит этот тип в person record. То есть здесь я ничего дополнительно не указываю. С таблами так не происходит, поэтому мы ему немножко помогаем и указываем, что этот alias имеет тип person table. Также есть union type. Это, как можно сказать, это енамы C# на стероидах, поскольку они содержат не только значения, и по ним можно делать там тот же самый pattern matching, но каждое ответвление может содержать свой кортеж данных. То есть, например, вот и пример. Инстанцируется это так. Вот мы здесь указываем employee, но F# сам это вводит в person union, поскольку знает, что employee — это часть person union. Ну и
после инстанцирования мы можем паттерн матчить с помощью вот так вот. То есть если это employee, нам, допустим, мы откидываем часть, которая отвечает за person tuple, берем его должность и печатает некое сообщение. В ином случае нам не важно, допустим, дата рождения, берем только имя и вводим его. Это вкратце по типам. Но вообще F#, его уместно использовать для моделирования доменной модели, поскольку моделирование здесь происходит намного проще, благодаря разным типам типов. Вот. Также его уместно использовать при юнит-тестах, поскольку чистые функции, они принимают в себя, допустим, модуль, который нужно протестировать, и возвращают да или нет. На F# можно писать также веб-приложение, по-моему, с помощью Nancy. Да и на ASP.NET можно, но это больно. Ну и в принципе все. Вот ссылочки очень полезные. Поскольку это open source проект, вы можете ознакомиться с ним, даже помочь ему в чем-то. Вот ссылочка на GitHub. Также непосредственно изучить его можете по второй ссылочке и попытаться написать что-то на нем уже даже в браузере, без .NET CLI, без даже Visual Studio. Можете по третьей ссылочке. У меня есть у кого-то еще какие-то вопросы? У меня есть вопрос. Если в F# какая-то поддержка многопоточности? Конечно. Ну, во-первых, там я в это так не углублялся, но там есть некие workflow, которые позволяют асинхронно выполнять, допустим, ты просто пишешь async, оборачивая фигурные скобочки, и там пишешь код, который выглядит синхронным, но он будет асинхронным. То есть там нету ни async await, там единственное значение, что после let ты указываешь восклицательный знак. Это значит, что эта операция выполняется асинхронно. Также там есть встроенная поддержка неких mailbox-процессоров, которые, вообще вот mailboxинга. Это уже из агентно-ориентированного программирования, когда у тебя есть модуль, который имеет, также имеет какой-то хендл, с которым он может получать данные на вход, и также пишет куда-то там на выход. То есть многопоточная поддержка, я не знаю, тут можно сказать, что лучше, чем в C#. Не побоюсь этого. Спасибо. Да. Еще вопрос, не совсем понятно по использованию. Есть какие-то рекомендации по тому, когда мы будем использовать F# вместо C#? Прозвучал вопрос, должны ли мы прям вот безусловно использовать F# вместо C#? Нет, это если... Может быть, Какие-то конкретные задачи? Конкретные нет. Таких прям, можно ли решать конкретные задачи F#? Скорее всего, нет. То есть любой язык подходит практически под решение любых проблем. И F# можно решать многие проблемы. Можно эти же проблемы решать на других языках. То есть конкретно такой специализированной области ее нет. Но если, например, тебя устраивает, твою команду устраивает, то есть всех устраивает этот F#, то почему бы его не попытаться на нем что-то сделать? Да. Какие самые больные места F#? Прозвучал вопрос, какие самые больные места F#. Сколько это функционально ориентированный язык, там достаточно больно бороться с состоянием, поскольку, по идее, этого состояния быть не должно. Но если, например, возьмем, например, код какой-то там сложно-процедурный, допустим, OpenGL, там буквально все основано на состоянии. Писать, допустим, под OpenGL на F# это действительно больно. Да. Это компилируемый или интерпретируемый? Прозвучал вопрос, это компилируемый или интерпретируемый. Это так же, как и
поскольку это язык, основанный на платформе .NET, он также само just-in-time interpretation. Это, можно сказать, что это компилированный, но не нативный. Да. Как звучала аналогия с Python для машинного обучения, моделирования и прочего, многомерные массивы. Прозвучал вопрос, можно ли применять F# для машинного обучения. Насчет машинного обучения я не уверен, но абсолютно уверен, что можно применять, его применяют для статистики, математической статистики.